Ну что, сегодня переход на остров Сен-Мартин. Я провел прекрасные 2 недели на Сен-Барт. Посмотрел все островки, и большие, и маленькие, сам остров. Очень-очень красиво и хорошо. Ну а сегодня переход на Сен-Мартин, вот туда. 18 миль. И дело, в принципе, расстояние небольшое. Но. Ветер там будет где-то 25, 30, 35. С порывами до 35, они говорят. Достаточно большая волна. Все как мы любим. Ночью сегодня здесь дуло, качало, свистело. То есть даже в закрытой марине ветер 21 тут сейчас. А ночью я видел тоже где-то 30 с небольшим. И вы спросите, от чего это ты вдруг туда-то в такую погоду? А потому что в Сен-Мартине меня ждет уютная марина, куда я встану и неделю проведу в доке, почищу всю лодку. И эту марину я зарезервировал за 2 недели, потому что мест там нет. В общем, в путь. Стараюсь что-нибудь такое красивое снять вам. Ну а пока, до свидания. До свидания, Сен-Барт. Мне здесь очень понравилось. Пришлось закрыть. Ветром заносит туда сзади дождь. И убрала одну эту штучку. Я ветром отцепила. Паруса стоят. Я тут поставил несколько точек. То есть целый раут сделал, маршрут. 2, 3, 4. И прямо сюда. Пеликан Пойнт. По поводу парусов. Поскольку сейчас вот 24 ветер, да? А было тут и 30, и больше. Не знаю. Столько. И Генуя тоже немного. Но, тем не менее, скорость 108, 7,9. Сейчас отойдем немножко, я привыкну к этому всему и добавим просто. Вот это вот место, то самое Иль-Фурше. Вот еще интересный момент. Под парусами корабль идет гораздо мягче и комфортнее, чем, скажем, то же самое, но только мотор. То есть паруса, ветер, киль, все вот это балансируют друг друга и очень даже хорошо. Вот здесь предстоит сделать поворот 20 градусов. То есть курс будет, ветер будет 110 примерно. Мы его сразу почувствуем, как он усилится. Угол к ветру поменяется. Это паром, который ходишь на Сен-Мартин, наверное. Что может быть приятнее морской прогулки? Не, я бы вот так не хотел. Романтики нету. Ну где паруса? Где все? Ну ладно. Это для взрослых мальчиков. А воздух какой, а? Чистый, свежий, вкусный, немножечко соленый запах моря. То есть вот 29,
И это сегодня практически максимум. Надо какая скорость? Скорость лодки 8. Ну, не по волне, конечно. I love it. Как хорошо. Вот ради этого моря люди стремятся. Даже корабль повернула волна. Вот это да. Море волнуется раз. Море волнуется два. До точки 3 мне осталось как раз 3 мили. И вот здесь уже, я думаю, вот это все кончится. А знаете, какой прогноз был в Индии на сегодня? Волна 3 фита, метр. Ветер что-то до 20. Так что не надо доверять. Более-менее адекватный прогноз мне дал Predict Wind. Ну, говорил, да, там будет 30, волна будет там 7-8 футов, до 11. Так и есть. Ну, шквальчик прошел. И все-таки мне хочется тут проделать этот маршрут. Вот это был маленький некомфортный участок. Мягко говоря, я офигел слегка. Очередной шквальчик. Но это как бы тоже сейчас пройдет. У них продолжительность, наверное, 3-5 минут. Единственное, что тут стало сыро. Тут в какой-то момент мне совсем стало не до съемки. Но вижу просветление. Там вдали. Здесь
сырой, блин. Не так себе это представлял. Нужно было, конечно, закрыть это все, но кто же знал? Кто же знал? Ладно, точка 3 пройдена, можно считать. Сейчас должно все это поулечься. И нас ждет гостеприимный Сен-Мартен. Ну и такие просветления какое-то. А мне нравится, что я вижу. На скорости 10,5 узлов красиво проходим мимо этой баржи. Паруса убраны, заход. Я постараюсь стать где-то здесь, чтобы я попал туда в сам залив Симпсон-Бэй. Тут есть мост, который открывается только в определенное время. Следующее открытие, на которое я успею, это 3 часа дня. Ну вот как бы и все на сегодня. Надеюсь, вам понравилось, потому что такое сочетание волны, ветра, это очень редко. И то, что получилось заснять все это дело, очень повезло. Наслаждайтесь. Лайки пишите. Ставьте лайки, как говорится.